Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим быстро, вкусно, красиво, дешево, а самое главное полезно. Дорогие мои друзья, я сегодня хочу с вами поделиться одним совершенно потрясающим десертом, который делается очень и очень быстро. И самое главное, что этот десерт, он очень полезный, и его можно есть и на диете, и на удержании веса стадии, и при диабете, когда угодно, в какое время, даже вечером его можно съесть, потому что это будет белковый или же протеиновый десерт. Это будут обыкновенные наши яичные белки входить в этот рецептик. И яблоки, клетчатка. Что может быть лучше, особенно сейчас, когда у нас сезон яблок, пора яблок. И их настолько много у всех, что грех не сделать и не попробовать вот именно этот десерт сейчас вместе со мной. Ну что, идемте готовить. Для того, чтобы приготовить наше пирожное, нам с вами понадобится миксер, противень с пергаментной бумагой, маленькое полотенце, ложка, миска, где мы будем с вами взбивать. Также мы взяли чуточку лимонной кислоты, капелюшечку соли и одна такая полная чайная ложка крахмала. Крахмал может быть любой, как кукурузный, так и картофельный. 4 белка, 2 средних яблока, где-то не 200 грамм будет, если взвесить, которые я измельчила. Можно мелко порезать, но я просто-напросто их измельчила в блендере. И немножко корицы для запаха. Ну, конечно же, растительное масло, которым мы с вами брызнем нашу противень. Ну что, начинаем готовить. Первым делом мы с вами должны взбить белки. Белки должны быть такими густыми. Взбиваем их до пиков. Вливаем их в мисочку. Все 4 штучки. И к ним же добавляем мы крахмал, соль и лимонную кислоту. И начинаем взбивать. Белки у нас превратились вот в такую вот прекрасную, пышную массу. Видите, как они хорошо у нас взбились. Теперь мы к белкам должны добавить наши мелко порубленные яблоки. Аккуратненько их выводим в белковую массу. И потом будем вымешивать наше будущее чудесное пирожное. Так. Все, яблочки пахнут так вкусно. Пожалуй, все. Теперь к яблокам добавим немножечко корицы для запаха. И начинаем аккуратно вымешивать белки, смешивать с яблоком. Спеша. Так вот, чтобы у нас все хорошенечко перемешалось, и наше пирожное будет уже готово к выпеканию. Вот так выглядят белки вместе с яблочком. Сейчас мы будем аккуратненько все это выкладывать на противень, который мы должны обязательно взбрызнуть маслом. Противень взбрызгиваем маслом. И ложкой выкладываем наши будущие пирожные. Прям вот такими крупненькими воздушными шариками. Так, духовку мы уже включили на 175 градусов. Видите, какие они красивые у нас получились. И очень все легко и быстро. Вы видите, самое долгое было у нас взбивание белков. Давайте еще доложим вот к этому немножко.
Вот такая красота у нас с вами получилась. И сейчас мы отправляемся в духовку, которую я, как сказала, уже разогрела до 175 градусов на минут 35-40. Дорогие мои друзья, посмотрите, что у нас с вами получилось. Жалко, что невозможно передать вот этот вот аромат через камеру. Пахнет чарующе, волшебно, знаете, вот корица, яблоко. Но это так все приятно и превосходно, прям, ну, настроение повышает. Этот десерт повышает настроение. Посмотрите, какой он получился. Наша безе, шечка, наверное, так это будет произноситься, очень мягонькая, нежненькая, вкусненькая. Я уже попробовала один, у нас получилось 9 штук из этой порции, которую я с вами делала. И вы понимаете, что здесь вообще ни грамма жира, ни грамма муки. Здесь у нас просто-напросто белки, взбитые с яблоками. Те, кто любит послаже, вы должны обратить внимание на то, что яблоки должны быть сладкие. Потому как я взяла с нашего дерева, это уже зимние как бы яблоки у нас, они будут аж до декабря на дереве висеть. И они такие немножечко более кислые, что ли. Но я люблю, когда вот именно вот эта кислинка присутствует в десертах. Если вы любите что-то послаже, как я сказала, возьмите сладкий сорт яблок, и будет совершенно вкусненько. Этот десерт можно легко давать своим детям в садик, в школу, в эти коробочки, знаете, как они называются, в эти ланчбоксы. И он, видите, пироженки, они не пачкаются, не прилипают, то есть очень-очень удобно. Можно с собой взять как перекус, тоже будет очень вкусно, вот поверьте мне. То, что я вам предлагаю, я всегда все эти рецепты обязательно пробую, экспериментирую, преподношу для всех членов своей семьи, и как только они говорят, что это очень все вкусно, только после этого я записываю для вас этот рецепт. Этот белковый десерт я уже делала неоднократно, и завтра я еду к своим детям и внукам, и обязательно возьму такие вкусненькие, полезненькие вкусняшки для них. С удовольствием. Дети это едят. И, конечно же, я хочу вас призывать к тому, чтобы вы своих детей, внуков приучали к вот этим полезным продуктам, к полезным рецептам. Почему? Потому что я вам скажу, как нутрициолог датский, как диетолог, о том, что все у нас идет с детства. Ну, такая истина, всем знакомая, но вот эти все пищевые привычки, они именно формируются в детстве. Если сейчас ваши внуки, дети привыкнут к менее сладким продуктам или же к каким-то десертам без сахара, как я вам преподношу все свои рецепты, то они потом другого не захотят есть. И это, естественно, будет благоприятно влиять на их здоровье и их развитие. Дорогие мои, спасибо, что были и сегодня вместе со мной. И до новых встреч, до новых рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!